Подруги Джули МакСорли и Лиз Катриэл решили провести выходные, отправившись на машине в Калифорнию. Однако их путь лежал не на известные пляжи Лос-Анджелеса, а в небольшое местечко, расположенное примерно в 250 километрах на северо-запад от города. Их целью был пляж Авила-Бич, находящийся на побережье залива Сан-Луис-Обиспо. Женщины спешили туда, чтобы увидеть горбатых китов в их естественной среде обитания. Прибыв на место, они арендовали каяк и, предвкушая увлекательное приключение, вышли на воды залива. Наблюдение за китами с воды – основная причина, по которой многие туристы приезжают сюда. Часто можно увидеть, как горбатые киты выныривают на поверхность, выбрасывают свои массивные 30-тонные тела из воды и падают обратно, поднимая вокруг себя огромные водяные фонтаны. Иногда эти 15-метровые гиганты поднимают свои огромные хвосты и с силой бьют ими по воде. Или высовывают головы и хлопают плавниками, создавая зрелище, которое невозможно забыть. Джули и Лиз надеялись увидеть все это в близости непосредственной от места, где появляются обычно киты. Они гребли на своем каяке, наслаждаясь моментом и предвкушая необыкновенные впечатления, о которых слышали от знакомых, побывавших здесь ранее. Все шло прекрасно, когда Джулия вдруг под водой заметила стаю макрели. Это было завораживающее зрелище. Сверкающая группа из сотен рыб поднималась стремительно вверх в кристально чистой воде. Но не только женщинам понравилось это зрелище. Горбатый кит также заметил стаю и начал подниматься к ней из глубины. Подруги не могли знать, что оказались в самом центре охоты огромного кита и вскоре сами окажутся в его пасти. Горбатые киты в этих местах часто охотятся за макрелью. Завидев косяк рыб, они ныряют под него, широко раскрывают пасть и резко выдыхают, чтобы дезориентировать рыб, после чего проглатывают их вместе с водой. В этот момент Джули и Лиз оказались как раз рядом с этим косяком. Через пару секунд их пути пересекутся с путями кита. Все произошло мгновенно. Я только успела подумать, надеюсь, мы не слишком близко подплыли. И тут же меня что-то резко подкинуло в воздух, а потом я оказалась в воде, вспоминала Джули позже. Ей повезло больше, чем Лиз, которая оказалась прямо в пасти кита. Когда кит возник прямо передо мной, я подумала, попробую его оттолкнуть. Абсурдная мысль, конечно. Думала, что он упадет прямо на меня. Следующее, что помню, я уже под водой, рассказывала Лиз. Лиз вместе с косяком рыб оказалась во рту огромного животного. К счастью, кит тут же выплюнул ее обратно вместе с водой. Обойдясь без травм, обе женщины благополучно вернулись на берег. Лиз даже осталась с уловом. Когда она сняла мокрую рубашку, из нее высыпалась макрель. Однако ключи от машины не нашлись, они либо затонули в заливе, либо остались в пасти кита. Мы определенно оказались в месте, где нам не следовало быть. Урок усвоен, прокомментировала ситуацию Джули МакСорли.